Всем привет! Меня зовут Денис Левин, и вы на канале Multipictures. И сегодня мы с вами разберем генерацию видео в Syntax AI с помощью новой модели Kling 3.0. Итак, поехали! Первым делом заходим на сайт Syntax AI. Если вы входите первый раз, то вам нужно авторизоваться. В правом верхнем углу есть кнопка «Войти». Я рекомендую заходить через Telegram. Тогда у вас будет полный доступ ко всем моделям. На сегодняшний день, а сегодня 9 февраля, доступ в Kling 3.0 есть только через веб-браузер. То есть через Telegram пока что Kling 3.0 не работает. Итак, идем в раздел «Видео», выбираем Kling. И у меня сразу активировалась версия Kling 3.0. Возможно, у вас сейчас здесь стоит какая-то другая. Выбираем Kling 3.0. Модель Image to Video. То есть из картинки мы будем создавать видео. Если вам нужен звук, то включаете вот этот ползунок, нативное аудио. Режим я оставляю стандартный. Длительность выставляю 10 секунд. Мне нужно 10 секунд. Здесь важный ползунок мультишот. Именно он позволяет делать нам видео из разных сцен. Я подготовил вот такую картинку, в которой у меня есть реалистичный персонаж на самокате, и он должен ехать по мультяшному городу. Я перетаскиваю эту картинку drag-and-drop в нижнюю часть экрана, вот сюда, где написано «Напишите ваш промпт», и вставляю вот такой промпт, который я заранее подготовил. Молодой мужчина едет на самокате по городским улицам, лицо не должно быть видно. Да, я хочу, чтобы это... во-первых, на общем плане лицо он плохо распознает и вряд ли сможет его повторить. Вот. А во-вторых, в основном меня интересуют общие кадры, может быть, со спины, может быть, дрон-шот, когда мы летим сверху, наблюдаем с высоты птичьего полета. Вот здесь, под мультишот, у нас есть такие кнопки «Добавить сцену». Добавляем сцену 1. Смотрим, что сразу можно задать хронометраж. Давайте дадим хронометраж, думаю, для первой сцены 3 секунды. Сразу создадим все сцены. 10 секунд — это примерно 3 шота. И вторая сцена пусть будет 4 секунды, и последняя сцена 3 секунды. Тут нам нужно описать все сцены. Давайте напишем общий план, ракурс сбоку, лица не видно, герой едет на самокате слева направо. Даже вот так. Вторая сцена. Я решил убрать самокат, который едет по асфальтовой дороге, и сразу перейдем к дрон-шоту сверху. Так, и финальная сцена. Низкий ракурс со спины. Посмотрим, получится ли его сделать. И вот здесь, под сценами, нужно еще вставить описание нашего видео. Я вставляю такое динамичное видео, состоит из нескольких шотов с разными ракурсами. Каждый шот — отдельный план. Вот так. Стоимость 15 токенов за 10 секунд. Ну что же, поехали. Ну а когда видео будет готово, я попробую его же запустить в профессиональном режиме, и мы сравним. Ура! Генерация готова. Почти 15 минут. Довольно много. И что получилось? Смотрим. Отлично, ракурс со спины подойдет. О, тоже хорошо. Несмотря на то, что я убрал этот кадр, он его сделал. Ну, как обычно, искусственный интеллект живет своей жизнью. Справедливости ради, надо сказать, что режим профессиональный меня полностью разочаровал. Сейчас покажу, что он сделал в профессиональном режиме. Во-первых, лицо изменилось до неузнаваемости. Это стал какой-то старик. Во-вторых, совершенно сделал не то, что я его просил. И
почему тут всего 2 сцены вместо 4. Вот. Ну, а в стандартном режиме вполне себе. Пожалуй, именно эту версию я и буду использовать. Спасибо за внимание. Надеюсь, что кому-нибудь это видео будет полезно. И если вы хотите, чтобы я записал новые уроки по генерации видео в нейросетях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие обзоры сделать. Спасибо большое. С вами был я, Денис Левин, канал Multipictures.